упал реально очень жестко, и мне кажется, он даже отключился. Бывают моменты, что ты на тренировке хочешь выполнить какой-то мега тяжелый и сложный трюк. И он у тебя, к сожалению, не получается, и ты падаешь. И благодаря твоему другу появляются такие видосы в интернете, и ты стаешь максимально популярная звезда, к сожалению, подборок самых жестких падений с турника. И сегодня я продемонстрирую одну из этих подборок, поэтому, ребят, присаживайтесь поудобней, мы полетели. Так, видим, что сидит парень на турничке, все четенько, все прекрасно, вообще ничего не предвещает беды. Он покрасовался, хорош! Хорош. Ну блин, я не могу отнести этот момент как самый жесткий момент, самое жесткое падение. Но здесь, в принципе, все как на обычных воркаут-площадках. Ты что-то хочешь сделать, и, конечно, тебе друг поможет, и снимет, если надо, и скинет, если тоже надо. Я вообще не понимаю, что он хотел сделать. Я так думаю, это должен был быть стульчик, я не знаю. Просто сидел и чилил, опа, прилетело. Головой ударился, но вроде бы все хорошо, вроде движется. И если оценивать это падение по 10-бальной шкале, я думаю, где-то на троечку. Ударился затылком неприятно, но терпимо. Я думаю, в этой подборке будут намного жестче падения. Смотрим дальше. Итак, первое, что кидается в глаза, это, конечно же, друзья. Здесь они присутствуют, и видим, что они выступают в качестве страхующих. И я думаю, это не просто так. Так, видим раскат, и... Хорош, хорош. Усадили нормально. Не могу сказать, что прям очень-очень жестко. Они как будто его положили. Больно, неприятно. Но, опять же, спасибо, друзья, и спасибо таким страхующим. В руках с самого начала. То есть, по факту, можно его контролировать и полет как-то, подкорректировать. Вот ребята подкорректировали. Видим, как один дружок сразу свалил. То есть, это не я, оп, ушел. То есть, все максимально просто. И этому фейлу ставим, пожестче, чем первый, да. То есть, все равно неприятно. 4 можно поставить. 4 из 10. Погнали дальше. Так, что мы видим? Здесь home workout. Жесткие выходы на 2. Хорош, хорош. Я прям так обожаю эти кроссфитовские выходы. Это просто что-то с чем-то. Они похожи больше на склепку, конечно. Здесь, как-то все логично. Но многие их считают просто как выходы на 2. Выходы на 2 на кольцах. Чувак сильно не упал, это, конечно, хорошо. Значит, остался целый и невредимый. Я думаю, чисто испугом здесь отработал. Но лампа решила сразу же добить. То есть, если уже лететь, так лететь уже по конкретному. И сразу добила его еще сверху. Но вроде бы с ним все хорошо, прекрасно, цел, здоров. Оценочка где-то на 2. И если ты хочешь больше таких видосов, конечно же, напиши в комментариях. Это займет буквально 5 секунд. Но это поможет моему каналу продвигаться дальше, попадать в рекомендации, и я буду стараться для вас все больше и больше. На каждый комментарий отвечаю, если не веришь, залетай и проверяй. Мы видим турник, видим кусты, видим парня, который очень уверенно раскатывается. Так, оп, хорош. А что это было? Непонятно. Видимо, он хотел сделать, честно, не знаю, X-вылет? Я думаю, это был X-вылет, но максимально странный, максимально жесткий X-вылет. X-вылет или это мог бы быть залет вилочкой наверх. Это как вариант. Упал на самом деле жестковато. И, повезло, что он так выкрутился на сторону. То есть не прям на голову пришел, не прям на шею пришел. И, конечно, ребят, перед тем, как делать какие-то сложные элементы, пожалуйста, обезопасьте себя, посмотрите, на каком полу стоит по факту турник. Я понимаю, что падение нельзя как-то предугадать. Это происходит прям машинально, это происходит прям спонтанненько и все, и ты улетел. Но мой вам совет, пытайтесь максимально сгруппироваться. Не раскрывать, не искать пол головой. Стараемся сгруппироваться, сжаться
и приземлиться с достоинством. После этого, я думаю, он долго собирал чехлы для того, чтобы продолжить нормально тренироваться. В принципе, фейл жестче, чем были до этого, поэтому ставлю ему жесткую 7. Следующий фейл, сидит на турничке, это будет что-то, значит, мега топовое. Так, настраиваться долго, оп, и это был у нас кумкват, точнее, должен был быть. Но кумквата не произошло. Упал на самом деле жестко. Повезло, что турник не очень высокий. Это во-первых. Во-вторых, видно, что он немножечко докрутил. Это уже хорошо. Я считаю, что все падения, которые были не на голову, это нормальное падение. Потому что реально, если ты падаешь на голову, ты можешь сломать себе шею. Ты можешь остаться инвалидом реально на всю жизнь. Если ты не хочешь, чтобы у тебя такие же были падения, старайся, реально думать о том, как сделать элемент. Не на удачу, ребят. Реально, элементы это не удача. Элементы это тяжелый труд, тяжелая работа. Поэтому мой вам совет, залетайте ко мне на канал, смотрим нормальные обучалочки на кумкват, где я показываю, как можно научиться кумкват очень быстро и легко. Залетаешь, смотришь и спокойно себе изучаешь элементы. Итак, смотрим следующий фейл. Что у нас здесь? Зима. Это уже хорошо, это круто, это офигенное время для того, чтобы экспериментировать и делать какие-то топовые элементы или даже их пробовать. Смотрим. Так, уверенный взгляд, раскат, размах, пошел солнышко раз, солнышко два и полетел на лачик. На лачик улетел так нормально. Хотел сделать, наверное, лач банджо. Не получилось, не фартануло. На самом деле момент с тем, что руки соскальзывают с турника, максимально распространенный. Напиши в комментариях, если ты улетал с турника, когда хват соскальзывал. Я лично улетал. Было у меня такое. Паркурчик. Паркурчик, хороший паркур. На самом деле прям очень было прям эффектно, было круто. Я, по крайней мере, надеюсь, что этот парень себе ничего не сломал. Чем руководствуются эти ребята, которые, прям без каких-либо навыков пытаются что-то сделать, я не знаю, честно. То есть, если я уверен, что я не сделаю двойное сальто, я сразу не буду это делать. Если я захочу это сделать, я буду смотреть какие-то обучалки, как-то, этот вопрос изучать. А просто на удачу, я думаю, это глупо. Итак, следующий видос, следующий фейл, видим кольца, видим, что это будет что-то прям экспериментальное. И, в принципе, чего и стоило было ожидать. Видно было, что он как-то неуверенно себя ведет на кольцах. Здесь, конечно, он, обделался легким испугом, так сказать. Вы не подумайте, это круто, что здесь нет ничего прям сильно жесткого и кто-то себе что-то сломал. Я не хочу, чтобы это было, но мы рассматриваем самые жесткие падения с турника. Очень не хочу, чтобы здесь были прям какие-то переломы, но смотреть просто на обычные падения, просто для меня обычные падения это нормально, потому что я сам занимаюсь воркаутом. Я знаю, как это упасть с турника, я знаю, как упасть это с заднего сальта, я это все прошел. Я был в этой шкуре, я реально падал и падал жестко. Поэтому я рассматриваю по факту как воркаутер, как спортсмен. Так, смотрим дальше. Видим уверенный... Нет, ничего уверенного здесь нет. Просто нормальный отмах. Попытался сделать лачик бланжиком. Немножечко не рассчитал высоту турничка и свой рост. Перекрутил. Пяточки поехали. Жестко не упал. Я думаю, испугался. И в конце видно, что парень заплакал. Ребенок. Итак, видим уверенный раскат атлета. Хорошо, хорошее начало. Перехват. И я видел много ребят, которые падают с этого перехвата. Реально. То есть, он не первый, кто так улетел. И самое главное, что здесь реально он ничего себе там не забил. Так, легенько пришел на попочку, на копчик. Здесь автор нам говорит, что это прям очень жестко. Очень жесткий фейл. Максимально жесткий фейл. Мне очень интересно, что там такое вообще происходит. Что это за фейл такой самый жесткий. Так, видим, парень настраивается. Оп, разбежался. Склепка. Вылет. Ага, перехват и улетел. Ох, хорошо улетел. Хорошо улетел. Видно, что парень немножечко когда крутил себя головой, и это его спасло по факту от падения на голову. Реально, вот он делает отмах, по инерции его несет,
он голову затянул внутрь и все, и докрутил на попу. Здесь реально не так жесткий фейл, как реально жесткий испуг. После таких падений настроиться на дальнейшую карьеру турникмена на самом деле очень тяжело. И делать какие-то подобные дальше комбинации с этим элементом морально реально тяжело. Итак, здесь видим перелет, какие-то соревнования. Вот здесь реально жесткий фейл. Блин, ну это просто звездос. Я не вижу здесь матов. Это вроде как соревнования, но по турничкам ничего нет. Нет никаких матов. Вижу матов вдали, но по турничкам ничего нет. Еще раз смотрим. Вылет. Упал реально очень жестко, и мне кажется, он даже отключился. Ребят, это жесткий фейл, реально. Вот это жесткий фейл. Не повторяйте это, реально, ребят. По шкале прям жесткости это 10. Собираем под этим выпуском 400 лайкосов, и я выпускаю следующую часть. Не падайте, ребят, духом, не падайте с турника, храните себя, храните свое здоровье, потому что никто о вас не подумает, если не подумаете вы сами. А с вами был Дикий Дракон, Дмитрий Чаплинский. Всем спасибо за просмотр и всем пока.